Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули на мой канал «Вязание и хобби». Меня зовут Татьяна. И сегодня я вам расскажу, как я вязала вот эти вот замечательные чудесные носочки на возраст 2-3 года. Ну, я думаю, они подойдут даже и на 3,5. Что касается вывязывания этих носочков, особенность заключается в том, что у нас пятка-бумеранг с клином подъема. Я не буду подробно останавливаться над тем, как я вязала эту пятку. У меня есть отдельное видео, мастер-класс пятка-бумеранг с клином подъема. Поэтому, если кого-то заинтересует, как я вязала эти носочки, вы можете смело переходить по ссылке в описании. Очень подробный, попетельный мастер-класс. Там просто вот даже если вы ни разу не вязали, вы все поймете, потому что я постаралась подробно там все рассказать и показать. Кроме того, у нас мысок улитка. Он еще называется спиральный. Вывязывается также просто, совсем не сложно. Если кто-то будет вязать, я также не буду подробно останавливаться, потому что есть попетельный мастер-класс по вывязыванию этого носка улитка. Можете перейти по ссылке, посмотреть, если вы заинтересуетесь. Единственное, что я хочу отметить, этот мысок очень хорошо для носков, которые вы будете носить в обуви. Нога вот просто, носочек прилегает к ноге и очень хорошо, скажем, в обувь. Вязала я на спицах номер 4 методом Magic Loop. Левая спица у меня была 3,5 для того, чтобы легче было вязать по кругу. Если кто-то еще не вязал методом Magic Loop, можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть видео отдельное. Сейчас по размерам. Вот длина стопы у нас вся этого носка получается 15 сантиметров. Дальше длина стопы до убавок, вот у нас убавочка последняя, до формирования мыска 11,5. Обхват стопы в широком самом месте 8 сантиметров, то есть вся будет 16 сантиметров. Поэтому этот носок по своим размерам соответствует возрасту 2-3 года. Ну, наверное, даже на 3,5 он будет нормальный. Что касается пряжи. Пряжа у меня вот такая. Это у нас китайский молочный хлопок. Я заказывала на Алиэкспрессе. Гипоаллергенная, мягкая, ну, специально разработана для детей. У нас в 50 граммах, здесь 50 грамм, но не написан метраж. На сайте было указано 95 грамм. Размер самого носка получается 14. Размер обуви для таких носков 22-23. Вот и судите по этим размерам, для какого возраста эти носочки. Ну, как я уже сказала, на 2-3, даже 3,5 года они должны быть нормальные. Сейчас вам расскажу, как я их вязала. Эластичным способом я набирала 36 петель. Что такое эластичный способ, какой он бывает, точнее, каким я вяжу. На канале тоже есть ссылочка. Посмотрите. И дальше я вязала резиночку 2 на 2. У меня получилась резиночка в сантиметрах 7. И в рядах 22 ряда. Дальше я вывязала 4 ряда лицевой гладью. И после этого делила вязание пополам, по 18 петель. Для того, чтобы вывязать пятку с клином подъема, вначале я провязала 6 рядов. 6 рядов провязала просто поворотными рядами на этой половину петель. И дальше формировала уже саму пятку. Пятка у меня шла убавками. То есть в конце каждого ряда я делала убавку вправо. В лицевом ряду или в изнаночном. В каждом ряду у меня были убавки вправо. Как обычно делается, когда вывязывается такая пятка с убавками. После того, как были убавочки сделаны, провязала один ряд. И пошли у нас уже прибавки. Прибавки пошли также. Здесь у меня было 6 убавок и 6 прибавок. Потом я набрала. Раз у нас клин подъема, значит, предусмотрены боковые петельки. И у меня их у меня было 3. Вот. Здесь я набрала 3 петельки, потому что у меня было вывязано 6 дополнительных рядов до пятки. 3 дополнительные петельки я набрала. И вот затем шли у нас убавки, то есть формировался клин подъема. Маркер я ставлю для того, чтобы посмотреть, скажем так, где у нас начинается первый ряд
после убавок. Ну, его в принципе, можно и заметить, как бы, но когда висит маркер или резиночка, скажем так, легче посчитать количество рядов. Количество рядов очень подсказывает, какой, скажем, размер можно вывязать этого носка. Допустим, на размер 2, 3, 3,5 года. Если вы провяжете несколько рядов больше, допустим, вот на 1 сантиметр, значит, вы можете уже брать на 4 года вязать такой носок. Поэтому здесь у нас провязано 22 ряда. Я провязала 22 ряда и затем уже формировала мысок. Мысок улитка. Он идет у нас убавками. Убавки такие вот смещаются на одну петельку через ряд. И затем, когда осталось 2 петли на каждой спице чулочной, здесь лучше провязывать чулочными спицами, особенно в конце, 8 петель я закрывала, ниточка заправляла вовнутрь. И вот как выглядит у нас мысок сверху. То есть он похож на вот эти вот зигзаги, которые как у нас идет спираль такая, ну как улитка. Еще называется этот улитка. Как я уже сказала, этот мысок очень хорош для носков, которые вы будете носить в обуви. На этом у меня все. Если будут какие-то вопросы по этим носочкам, задавайте, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Всем, кто смотрел это видео, спасибо за просмотр и до новых встреч!